ем на помойке, я пью из луж. Дождь меня мочит, дождь мне как душ, и солнце. Едут машины и давят меня, но вместо асфальта мне снится земля и солнце. Я хлебные крошки ищу на земле, ты пинаешь меня, но и тоскуешь по мне тоже ты. Я грязен, я болен, моя шея тонка, свернуть эту шею не дрогнет рука у тебя. Я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь, и я серый голубь, я серый голубь, я серый голубь. Я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь, зато я умею летать. Ну, конечно, начинать новогоднее шоу с такой немножечко дарковой песни было бы странно. Ну ничего, вот так вот странно я начал. Вообще, про голубей песен хороших больше нету. Я только одну вот эту вот знаю. Я, знаете, слушал ее в свое голубиное тинейджерство. Ну, это такое время, когда хочется думать о себе немножечко хуже, чем ты есть. И обо всем вокруг немножечко хуже, чем ты есть. Но я сейчас, вот так как в песне, о себе совершенно не думаю. Я о себе очень даже хорошего мнения. И обо всем вокруг тоже очень хорошего мнения. И поэтому делаю этот замечательный новогодний праздник. С вами я, Серый Голубь, а это мой кентишка Серж. Ну что ж, первым номером нашей программы выступает восхитительная и замечательная Зайнапи. Встречаем аплодисментами. Метель укроет склоны горных вершин, и белым бела земля, бессловное королевство. Королевой стала я, а ветер стонет, и на сердце ураган. Мне б его сдержать, но я не смогла. Не открывай, храни секрет, будь хорошей девочкой для всех. Закрой свои чувства на замок, но тщетно все. Отпусти и забудь, что прошло, уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день укажет путь. Не боюсь ничего уже, пусть бушует шторм, холод всегда мне был по душе. Ну все, конец. Дремлет сокол, дремлют пташки. А сейчас, один момент. Борис Петрович. Борис Петрович. Борис Петрович, сейчас ваш номер будет. Вы можете оклематься? Я сейчас вам чуть-чуть. Сейчас. Я вас... Дремлет сокол, дремлют пташки, дремлют козы и барашки, а в снегу в различных позах
спят различные букашки. Дремлет кустик над водой, дремлет мостик тоже над водой. Горбонос Борис Петрович дремлет кверху бородой. Вообще он недавно сбрил свою бороду. И, кстати, как-то ему получше стало, то ходил как дед какой-то жуткий. Сейчас у него такие усишки изящные, ну вы увидите потом. Ой, вообще Бориса Петровича я уже 350 лет знаю. Я когда в Алмату только прилетел, вы знаете, я вот так летал по центру города, и мне так нравились там вот эти вот желтенькие здания в центре города с такими балкончиками. Я даже думала, может быть, однажды я себе там куплю квартирку. Но мне кажется, что уже не куплю, как-то не получится с современными вот этими ценами. Да и вообще я голубь, где живу, где хочу, там живу. Вот. Ну, в общем, летал я по городу вот так вот, и я вот так вот приземлялся на эти балкончики, ну, чтобы покайфовать. А мне все эти люди, которые живут в этих квартирах, кричали: фу, извращенец, уйди отсюда, я даже слова-то такого не знаю. Ну и вот, а Борис Петрович никогда меня не прогонял. Я к нему на балкончик садился, гляжу, а он там лежит у себя на кровати, на меня поглядывает и ничего не делает, не выгоняет меня. Это только потом я понял, что он был парализован на обе ноги. Но это ничего страшного. Он, кстати, исцелился, сейчас с ним все хорошо. И исцелился он благодаря своей замечательной игре на своей замечательной физгармонии. Ну, как говорится, лучше один раз услышать, чем 100 раз услышать. Борис Петрович Горбонос!
сказал? Что-то какое-то кряканье, да, странное? Так, ребята, что это за шняга? Так, кто крякает? Вы крякайте. Вы крякайте. Так. Так. Серж, смотри, стоит. Ты видишь это? Утка! Ты что там делаешь? Ну-ка, давай-ка сюда. Стоит, крякает, пойди сюда. Да, давай. Нет, ну это какое-то неуважение, да? Да, сюда, давай. Ты крякаешь. Ну, крякнула пару раз, я не знаю. Давай, крякнула. Здравствуйте. Здравствуйте. О, Горбанос. Здравствуйте. А вы знакомы? А мы вот с вами не знакомы. Приятели. Здравствуйте. Здрасте. Сюда прямо? Сюда, давай. То я не могу же сцену бросить из-за этой конфузной ситуации. Конфузная ситуация? Слушайте, ну, это, мне кажется, у меня конфузная ситуация. Да? Это вообще что за балаган? Вы, это что за балаган? Да это Борис я... Петрович, это ваш балаган? Что вообще за балаган? Да балаган-то это ладно. Я не Это понял. вот, я не понимаю, Я не вот поняла. что ты тут делаешь? Извини, что на ты сразу. Нормально, да? Ничего? Давай на ты. Ага. Что я здесь делаю? Живу? Что я здесь Так делаю? я тоже тут живу, мы с Сержем тут живем. Нет, стоп. Я тут живу уже сколько? Раз, два, три. 3 месяца. 3 Вот месяца, там да? я свила Слушай. себе гнездо. И никого Да? я тут не видела, я жила себе Нет, прекрасно. слушай, ой, дискотека еще у него этого фонаря есть. Смотри. Прикольно, да? Это хорошо, что не на меня вы таким посветили. Да, это не очень. Это был бы эпилептический припадок. Классный фонарь, мне так нравится. Хороший фонарь. Так это, мы тут с Сержем живем, ну, сколько, как зима началась, мы тут живем. Мы Серж раньше- это кто? Вот А, этот? Серж это кентишка мой, это тоже Серж. голод, он просто не разговаривает. Ну, Серж такая какой-то. какая-то особенность. Так. Ну, это, Бум-бам, я не могу понять. да я тоже, честно Это говоря. черт знает Вот что этот бум, вообще. я и не знаю откуда. Никаких птиц больше, надеюсь, нет Это там. черт знает что вообще. Тут началась какая-то Так, погоди-ка. шумиха. Мы с Сержем тут живем с начала зимы. Живем. А это кто? Они все Да тоже это мы живут? пригласили ради, не знаю чего. Деньги вы содрали с них. А вот оно что, деньги вы содрали. Подожди, вот смотри. Голуби называется. Да и- Ё-моё. да и подожди. Поселились на Казахфильме. Да это мы денег... так, Устроили господи, тут балаган, я не понимаю вообще. Подожди. Я тебе все объясняю. Мы с Сержем тут живем уже месяц-сок-другой. Раньше мы вообще жили, знаешь, это здание на СНЧ строится. Как его? Целинный. А ты тоже знаешь, да? Ну Ой, вот, культурный Целин. центр там какой-то строится в общем. Не достроится. Строится. Не достроится. Когда-нибудь достроится. Ну, в общем, мы там жили, а там так классно было, нас никто не выгонял, мы там Ага. скентовали со всеми. А потом, понимаешь, зима, холода, мы сюда перелетели. Ну, тут там как-то покрасивше, но тут тоже ничего. Ну, Вот, я но бы не тебя сказал, мы не что видели, тут слушай. Мы как-то тебя не тепло. видели. Ты знаешь, вы меня не видели, потому что я тут никакой балаган не устраиваю, никого сюда не зову и никому на глаза не кидаюсь. Я сидел себе спокойно там, в своем гнезде, смотрел рилсы. Тут началось какое-то пение, дыши. Я думаю, господи, это в моей голове, что ли, дыши. Я как давай дышать. Господи, я думала, я сознание потеряю. Борис Петрович, песня работает. Песня сработала. Блин, слушай, ну, нам надо с тобой что-то придумать. Я предлагаю нам с тобой Да. жилищно-коммунальные вопросики обкашлять попозже. Ага. Тебе обкашлять слово мне так нравится. Обкашляем именно что. И еще фраза нравится. Тут такая пылюка. Катись Только колбаской. кашлять придется. Ага. Катись колбаской, фраза хорошая. Катить колбаской хорошая, да. Просто мне так нравится эта фраза, просто ни разу не было повода кому-то так сказать, катись колбаской. Но я тебе Ты так- мне зубы не заговаривай, моя хорошая. Ладно, все. Смотри, мы потом с тобой все обсудим. Ага. Ты давай садись вот там на кучку и наслаждайся происходящим. Давай. Как зритель? Ну да. Я буду зрительницей на спектакле. Да, именно так. Ё. Все, Ну, интересно. давай. Вот сюда. Ага, на кучечку. Вот так. А вы кому хлопаете? Нет. Наверное. Еще и похлопали даже. Вот, на кучечку. Так, ну что, нам продолжать-то надо. Так, следующим номером нашей программы выступает... Уж. Ша.
Сейчас еще раз. Серж, давай еще раз. Серж, давай еще раз. Так. И еще раз. Сейчас. Еще раз. Да, сейчас. Еще раз. Еще раз. Саша! Ну-ка, подвигайся ко мне сюда. Ну ты что ты так... Ой, пахнет вкусно так апельсином. Ты что так распереживалась? Ну что, ну Павел, ладно. Ты видел, сколько у меня Ну, апельсинов? 2 апельсина, да. Должно быть 3, хотя бы 3. Хотя Так бы. кто это сказал? Кто вот этот вот решитель? Сколько должно быть апельсинов? Это великие сертифицированные клоуны. Да пусть идут они в баню. Ты этих сторожилов шли подальше, поняла? Надо мыслить свободно, как свободный человек. Хочешь, жонглируй 2, хочешь одним, хочешь вообще 55, 55, да? Так правильно? Да. Ага. Это когда у меня не получается. А, да. Не, слушай, ну ты не переживай. Вообще, Саш, знаешь, я тебе что скажу? Вот твое не получается, оно лучше, чем у многих получается. Я тебе это отвечаю. Ну, Что ты, вот штаны у тебя какие красивые. спасибо. Ты где взяла? У меня, знаешь, со штанами проблема. У меня просто такие, лапы длиннющие, я не могу себе по длине найти штаны. Они все мне очень короткие, я поэтому без штанов хожу. Я не понимаю, на кого они шьют свои штаны, да я потому тоже. что я не могу найти, мне все очень длинные, а тебе все очень короткие. Да они под Вот эту, под вообще. уравниловку, Я вот под, эти под средних людей вообще. все делают, а нам непонятно, Хотя, как жить. чтобы мы все одинаковые были, а мы не одинаковые, и вообще, ну это мои любимые штаны. Да, мне я очень нравится, тебе, классно. я тебе голод по секрету скажу. Я Ну, даже давай. это на свидании в них обделалась. Ну, Да? ну, ничего страшного, знаешь, мой бывший даже ничего не понял. Он, кстати, в зале. Но он не отреагирует, потому что ему стыдно, что его бывшая клоунесса. Да в баню таких. Да, я согласна. вообще. Ну, знаешь, это... Вообще, у тебя, знаешь, Саша, слушай, я тебе что хочу сказать. Я тебя знаю 1000 лет, у тебя столько талантов, а ты из-за каких-то 2 апельсинов сидишь тут, горюнишь. Знаешь, да. Я, например, могу сидеть как креветка. Как креветка? Да. Ну покажи давай. А я уже. А, вот это? Да. Ну, знаешь, какое-то определенное сходство с креветкой имеется. Ну, я еще умею свистеть через вот эту расщелину в своих зубах. Вот, сейчас я потренируюсь. Давай, щас, давай. подожди. Закипает чайник, закипает. Давай, скоро выключать пора. Все. Все, а уже пора. Слушай, Саша, Да, это я такая. ну все, мне кажется, тебе надо не сидеть вот так вот, а стоять вот так вот. Да. Давай, Саша, все у тебя круто, ты крутая. Да, знаешь, Да. знаешь, Гул, я с такими талантами, я могу это, Зачем мне быть клоунессой с такими талантами? Мне вот это все не надо. Я не должна жить в этих вот рамках, вот это все. Я с такими талантами буду современной художницей. Господи. Да. Ну что ж, пожелаем Саше удачи в этом нелегком пути. Да, теперь я буду делать проекты о своих родственниках. Вот я тебе, Давай, у меня да, есть хорошо. история, я даже записывала велосипед, начинает своей сестры. Я тебе расскажу. Хорошо, обязательно расскажи, больше не требуешь. Саша! Ой. Ой, утка, слушай, Конечно, шоу. классно, да? Вообще, я в шоке. Ну вот. Я у тебя кое-что спросить хотела. Ну, ты же все-таки утка. Да. А, кстати, у меня есть вопрос. Да. Вот утки же
я что-то так подумала, ты утка, да? Я голубь. Вы же, утки, зимой обычно улетаете в эти свои теплые края. А это мы, голуби, тут ходим, нищенствуем, попрошайничаем, а вы там в теплых краях своих. А что-то ты не в теплых краях А сейчас. я не в теплых. Очевидно, не особо в теплых. Да. Нет, что-то я не полетела. Отбилась я от стаи, если честно. Слушай, ну отбиться от стаи что-то грустно как-то звучит. Не находишь? Грустно? Да. Ну, грустно, наверное, грустно. А может и не грустно. Ну. А может я и хотела отбиться от стаи и остаться здесь. Не, ну смотри, если ты хотела отбиться от стаи, то это уже... Сейчас, это слово такое есть, недавно узнала. Сейчас. Ну, нонконформизм. Вот это, да, у тебя? Вот такое. Ой, знаешь, Голубь, давай мы с тобой договоримся, что друг на друга мы не будем клеить никакие ярлыки. Хорошо, Я ладно. себя никому не противопоставляю и ни с кем одним клином не летаю. Ну, слушай, это вызывает уважение. Которая живет сама по себе, и причем живет на казахфильме. Не, мне это кажется, это достойно уважения. Мы, вот знаешь, с Сержем тоже своего рода отбились от стаи, но мы это не по своей воле как-то сделали. Просто, ну, как вы могли заметить, мы немножко крупногабаритные голуби. И с обычными голубями, ну, сама понимаешь, даже как-то, ну, романтические отношения не построишь. Просто не получается как-то таким здоровым. Ой, Макс, тут я тебя понимаю, как никто другой. Да? Потому что, я не знаю, я на вас смотрю с вашим Сержем, ну вы, конечно, великоваты для голубей, но вы как-то по человеческим меркам хотя бы адекватно смотрите. Ну. А я такая утка, для меня даже люди мелковатые. Я не знаю, что делать. Слушай. Вымахала вот такая утка, что это такое, это ГМО, не ГМО. Ну. Я прошлой зимой в Африку летала, в теплые края. Я уже не знаю, грешным делом думала, может мне с носорогом замутить. По размерам я Слушай, не знаю. мне кажется, мы с Сержем тоже до чего-нибудь такого скоро дойдем. А то иногда хочется теплоты какой-то, да? А вот все маленькие вокруг такие, а ты такой большой. Ну что ж, у меня еще вопросик к тебе есть. Ну. Вот смотри, но ты же все-таки утка, то есть ты летала в теплые края и всякие разные. Кроме этого года. Ну да, кроме этого года. Но ты же много где была, да? Была. То есть ты посмотрела разные страны. Знаешь, я вот всю жизнь думал, что я такой международный голубь. Хоть мне очень нравятся наши края, и лучше краев я пока не знаю. Но с другой стороны, если вот улететь в какие-то другие края, да, то там же ж меня никто не поймет, и мне придется молчать. А я молчать не могу. Это... Да, я просто лопну, не знаю, как он Серж держится. А вот скажи-ка, а ты видела когда-нибудь в этих всяких краях что-нибудь, ну, очень удивительное, такое прям волшебное какое-то? Удивительно. Ой. Да знаешь, Голубь, вот когда летаешь туда-сюда, то сначала в теплые края, потом в холодные края, потом в теплые края, потом в холодные края, по 2 раза в год. Уже так с ума сходишь. Летишь как дура, блин, на этой землей, одно GoPro сплошное, вот так вот летишь. Уже потом никакого чуда не замечаешь, ничего тебя не удивляет. Я на все это плюнула, я думаю, господи, в этом году вообще никуда не пойду. Ну, что ж, ну да, ну, не знаю, то ли... Что молчишь? Ты хочешь, чтобы я тебе задал встречный вопрос? Вообще-то да. Или, значит, какое-то чудо? Да, вообще-то да, так и было. А ты какая-то пронзительная утка, откуда ты знаешь? Я психолог. Это мое второе имя. Ну ладно, рассказывай, что ты за чудо летал? В общем, я-то чудо видел одно. В общем, это было у нас там на севере. Там, знаешь, такие реки у нас полноводные, илистые, густые, не такие, как здесь совершенно. И кажется, что в этих реках совсем ничего нет. Кажется, что там, ну, только пару карасей вонючих, может, раки какие-нибудь. А там на самом деле столько всего есть. И однажды ночью как-то хотелось мне посидеть в реке. Ну, бывает такое состояние. И, в общем, прилетаю я к этой реке, сажусь, а там еще лунище такая светит огромная, и звезды вокруг. И так удивительно было, что это огромное лунище своим светом совершенно не перекрывало все звезды. И, в общем, сижу я, смотрю, и вот так вот луна лучом своим светит, а там она. Там русалка, ты представляешь? Настоящая русалка. Я-то думал, что они там только в Диснеях каких-то, а она у нас там в Ишиме была. И, в общем, я на нее посмотрел, и она была такая красивая. Она была такая красивая. Она такая была красивая. Она была такая красивая.
Она такая была красивая, я заплакал и ушел. Заплакал? Ага. А от чего заплакал? От красоты? Не знаешь, мне кажется, не от красоты, а от чего-то другого. Я еще приходил туда несколько раз и видел ее снова. И она там каждую ночь сидит вот так одна. И она такая красивая, я даже не знаю, от чего я заплакал. Но мы потом с ней как-то подружились. И потом оказалось, что у нас с ней много общего. Вот я серый голубь, а она такая серая русалка. Ну, она, оказывается, из семейства Карасевых. Оказывается, есть такие русалки. Так это, что я все это рассказываю-то? В общем, я ее к нам привез. Ребята, мы носим русалку. Спасибо. Это немножко тяжело, она ходить не умеет. Надо чуть-чуть подождать. Аккуратно, аккуратно.
Любимца. Аккуратнее, аккуратнее. Ребят, нормально, да? Уточка, можно, пожалуйста, тебя на секундочку сюда? Тут ситуация. Ситуация такая. Я не люблю вот это на сцену, как это зовут. Что такое? Ну, тут, Я стеснительная. А? тут конфузная ситуация. Конфузная ситуация. Короче, Ну-ка, ну-ка. я, походу, вчера каких-то семок паленых объелся. Опа! Короче, мне надо отойти срочно. Начинается. Ну, Отойти? прям, да, ну, слушай, короче, мне нужна твоя помощь. Вот действительно конфуз. Какой? Сак, смотри, Так, мне нужно быстренько отлучиться, я туда и обратно. Вот все, вот я туда и обратно. я вообще не понимаю, ты же голубь. Ты не можешь прямо здесь свои дела сделать. Уже никто даже не удивится. Да, да это, как его? Ну, ты как, может быть, как ты могла заметить, я высококультурный голубь, и Ну, Серж тоже. ё-моё. Ты думаешь, я просто так там в культурных центрах живу, вот Ну, в кинопавильонах? ё-моё. Вот понимаешь, да, зайдут... Сейчас. Что такое? Господи, я в шоке. Понимаете, называется высококультурный. Пожила 5 минут в каком-то целинном, теперь стесняется уже, господи, в туалет сходить не может по-человечески. Смотри, Давай. Сейчас я быстренько уйду. Так. Вот тебе пока, ты можешь, знаешь, короче, Серж у нас, он любит писать шарады, приколы. Он написал, он сам прочитать не может, он же не разговаривает. Может, пожалуйста, прочитать? Так, Вот, а если, короче, я сильно надолго будет, можешь объявить следующую артистку, пожалуйста? следующий артист. Да, тут все написано. тоже написано. Все, я не могу больше, боже. Боже, господи, господи. Ё-моё, вот это я влипла. Сидела, никого не трогала, теперь надо какие-то приколы читать. Серж написал, ну-ка, что тут за приколы? Это приколы, господи боже. Вот это приколы называются. Это смешно. Ну, слушайте, значит, приколы. Лезет корова на дерево, и овца ее спрашивает: «Корова, ты куда лезешь?» А корова говорит: «Яблочек поесть». А овца такая: «Какие яблоки, корова? Это сосна». А корова говорит: «У меня с собой». Ну, спасибо, конечно. Дальше. Заходит как-то Микеланджело в Сикстинскую капеллу и говорит: «Здрасте». А ему говорят: «Потолок покрасьте». Ну, спасибо, конечно. Что тут у нас еще? Заходит Рене Декарт в бар, и бармен его спрашивает: «Не думаете выпить?» А он отвечает: «Не думаю», и исчезает. Спасибо большое. Спасибо. Так, что тут еще прикольчики? Серж красавчик. Вообще, блин, красавчик. Подстава подстав. Жила в деревне собака по имени Новость. И гуляла Новость по деревне. И наткнулась на бомбу. И разлетелась Новость по всей деревне. Да. Это прикольчики. Слушайте, я боюсь, что с меня хватит. Я не знаю, готова она или не готова, но я объявляю просто следующую участницу. Внимание! Для вас выступает народная артистка Республики Казахстан Богданова Виолетта. Прошу. Я люблю тебя. My pony lies over the ocean. My pony lies over the sea. My pony lies over the ocean.
Oh, bring back my Bonnie to me. Bring back, oh, bring back my Bonnie to me, to me. Bring back, oh, bring back my Bonnie to me. Last night as I lay on my pillow, last night as I lay on my bed, last night as I lay on my pillow, I dreamed that my Bonnie was dead. Bring back, bring back my Bonnie to me, to me. Bring back, oh, bring back my Bonnie to me. The wind have blown over the ocean. The wind have blown over the sea. The wind have blown over the ocean and brought back my Bonnie to me. Brought back my Bonnie to me, to me. Brought back my Bonnie to me. La 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 la. Залетела, блин, на свою голову, на голубиный огонек. Господи боже. Господи боже, где этот голубь, я уже не знаю. Мама. Господи. Сколько можно делать эти дела, я не понимаю. Семок он объелся, я просто в шоке. Что? Я не знаю, приколы закончились уже. Господи боже, вот он где, я уже не могу. I'm so sorry. Какое sorry? So sorry. Я не могу, голубь. Ну хоть успешно, что вообще произошло? Все нормально. Все, я сейчас готов вообще ко всему, все Я хорошо. была в шоке. Ладно, все в порядке. Да, Все в порядке. Я спасла положение. Ну, я спасла не положение. сомневалась. Все. Вся. Фух. Ой, слушай, а у меня к тебе есть вопросик. Так, Вот, вопрос. а тебе никогда не хотелось вот кому-нибудь наподдать? Вот так прям накостылять кому-нибудь? Ой, Мась, вот 30 секунд назад было дело. Ты знаешь, 30 секунд назад было дело, но нападать кому-то это не наш утиный стиль. Мы все-таки птицы культурные, мирные, мы такими вещами не занимаемся. А тебе? Ну, мне тоже как-то нет. Нет. А вот представляешь, вот Сержу все время хочется кому-то накостлять. Он 100 раз говорил, давал Вот мне знать этому, об этом. нашему Сержу. Да, представляешь? Накостылять еще Ну, он как-то кому-то. себя сдерживает, конечно, но вот у него есть такое. Это потому, что он молчит. Да, думаешь? Это потому, что он молчит.
Мы с тобой, как сказать, поговорили. Ну, я что-то выговорилась, ну, хотя бы уже как-то выпустила пар. Да, А да, этот-то молчит, куда ему деваться? Вот и лезет с кулаками. Нет, я в шоке, конечно. да. Такой маленький еще с кулаками лезет. Знаешь, а вот есть же еще всякие виды спорта, если вот хочется кому-то накостлять, там можно пойти на какой-нибудь спорт. Спорт я не люблю. Ну, Не понимаю нет, прикола. я Что тоже. вообще? Нет, ну какие-то Ходить мне раз. нравятся. Вот, но вот это я тоже не особо понимаю. Ага. Ну это ладно. Вот. Кстати, следующий номер нашей программы называется «Тэквондо». Господи боже. Тэквондо? Да, тэквондо. Вообще про этот номер когда-то русалка наша сказала, что это же как у Юнга, бой с тенью. Но я не Юнга, знаю, бой как с тенью? это. Да, да. Какого Юнга? А я не знаю. Слушай, Голубь, я тебе так скажу. просто Это уже пройденный этап. Да. Психологов всех этих твоих я не люблю, а Юнга твоего в первую очередь. Поэтому я хорошо. пошла на Да я кучку. его сама не- Тэквондо, сам не это знаю. меня не интересует. Вы тут разбирайтесь сами. Так, я ребята. уже сделала свое, это был позор. Один раз и до конца. Да, жизни. да ладно. Так, следующий номер нашей программы «Тэквондо». Только, друзья, мне нужна ваша помощь. Когда я кричу «Тэквондо», вы тоже кричите «Тэквондо». Все очень просто. Ой. Тэквондо! 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 Погромче! Тэквондо! Йоу, круто! Ой, чё это? Тэквондо! 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 Ведро-то мне нужно еще, господи. Что? Доволен твоим? Что там? Знаешь, что-то я так к маме хочу в последнее время. Не похоже как-то на меня. Кажется, намечается деликатный разговор. Раньше, вот знаешь, как-то не было такого. Ты к маме хочешь? Угу. Да ты что? Ты мой хороший. А где твоя мама? В Петропавловске. Так, подожди. Мама твоя в Петропавловске? Да, я. А как так вышло? Мама твоя в Петропавловске, а ты оказался здесь. Я думал, вы, голуби, так далеко не летаете. Так, как говорится, с рынка до мусорки и обратно. Ну, извинитесь. Извинитесь. А, Прости. да, ну, знаешь, я вообще на поезде приехал. А, на поезде. Да, на поезде. Так. И как-то, короче, прилетаю как-то на вокзал. А у меня, знаешь, такое же настроение, ну все мосты сожжены, уже, знаешь, все. И
Ну и, в общем, я смотрю, там на вокзале поезд стоит. И я как-то на него присел, и он тронулся. Алматы-Петропавловск. Петропавловск, Алматы, получается, в таком случае. И, в общем, меня вот так вот всего шатает сначала, а потом ничего, знаешь, я как-то лапками закрепился вот так вот нормально. И как-то ничего, потом удержался. И, короче, представляешь, еду, а там сначала белая снежная степь, а потом пустыня, а потом какие-то деревья, которых я никогда раньше не видел. И какие-то птицы другие, и звери совсем другие тоже. И мне даже казалось, что я приехал в какую-то другую страну. Хотя вообще голубь, мне на страны пофиг, честно говоря. Но это все не важно. Я в последнее время так плохо сплю. И ты знаешь, мне помогает заснуть одна вещь. Я представляю, что я вот такой вот маленький голубеночек, и я вот в таких гигантских ладонях. Больше меня и тебя. Вот такие огромные ладони. Я не знаю, чьи они. Продолжения у них нету. Просто гигантские ладони. Прикольно. И я вот в них лежу, и они меня вот так раскачивают. Туда-сюда. 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 Луна сияние, свет серебрится, вдоль по дороженьке троечка мчится. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит, этот звон, этот звук о любви говорит. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит, этот звон, этот звук о любви говорит. Луна сияет. Красиво, да? Вообще. Слушай, утка, Понравилось мне тут у вас. да? Вообще. Ну, слушай, я я очень как-то рада. сначала скептически была настроена, а теперь прониклась. Здорово. Понравилось мне тут Я у вас. очень-очень Душевно. рада. Знаешь, как-то вот простенько, но душевно. Молодцы. Спасибо. Ага, молодцы. Спасибо. Чего? Да мне к тебе птичий вопрос такой есть. Ага. Ну, деликатный немножечко. Ах, деликатный. А вот ты когда-нибудь ела хлеб с майонезом? Пам-пам. Такой Вот это guilty да. pleasure такое. Слушай, ну вопросик действительно деликатный. Ну, ела, нет? Деликатного характера. Знаешь, между нами, никто же не узнает все равно. Между нами говоря, Не знаю. вот хоть мы утки считаемся птицы элитные, фуагра, то все, но тем не менее, хлеб с майонезом, это вот прям люблю, Слушай, люблю, слушай, ну ты наш человек. Ну, понимаешь? утка наша. Ага. А ты тоже любишь? Да я тоже обожаю навернуть хлеба с майонезиком. А Это представляешь, вообще. а Серж майонез не ел. И никогда хлеб с майонезом тоже не ел. Да ты что? Да, у него панкреатит, он поэтому... Ты не ел никогда. Да, вот так вот. А мне Панкреатит? кажется, знаешь, Господи, майонез... бедный ребенок. Да? Ага. Говорю майонез, мне кажется, это пища гениев. Ага. Ну вот смотри, я майонез ем, я гений. Так. Ты майонез ешь, ты тоже, ну какая-то не лыком деланная утка, понятно сразу. Это есть. А Серж вот, как бы он талантливый парень, но ему чуть-чуть майонеза не хватает, чтобы шестереночки смазать. Мне кажется, Промаслить. да, ему бы не помешало. Может, и приколы писать получше начнем. Но, так а что, давай накормим его или... Так панкреатит. Ах, панкреатит. А ты что, голубь, не знаешь секрет? Ну какой? Волшебный. Валяй. Ты что, не слышал никогда, что один раз в год открывается волшебное окно, когда можно есть сколько хочешь майонеза, и он становится абсолютно безвредным? Не слыхал такой секрет? Нет. А вот такой у нас есть секрет. А я тебе больше скажу. А один еще раз в год, в день зимнего солнцестояния, майонез становится магическим. Боже, а это когда это? Когда? Сегодня.
Господи. Тогда нам надо... То есть это будет не вредно, да, тогда, если мы сейчас дадим ему хлеб? Да не то, что не вредно. Это будет ого-го, как хорошо. Нет, смотри, это все здорово. У меня там есть какая-то лепешка хлеба, у меня имеется майонез, там мы где возьмем? Майонез где возьмем? Да, у меня майонеза-то нету здесь. Да ты откуда? что? Майонез где возьмем? Я же тебе говорю, я любительница майонеза. Он у меня всегда с собой. Слушай, ну тогда мы вообще в выигрышной ситуации. Серж, у тебя выбора нету. Сейчас ты попробуешь хлеб с майонезом. Ты готов? Ну вообще, как так можно было? Ты реально с собой майонез? Совпало, Блин, представляете, слушай, совпало. Мне тебя Новогоднее Бог послал, чудо. честное слово. Это новогоднее чудо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какой-то огрызочек тут был. Огрызочек у тебя был? Сейчас мы ему намажем. Ты готов, Сержуля? Серж, у тебя выбора нет. Все, сегодня Сержа выбора нету. Да я его хоть так майонез этот дам. Ну-ка, ну-ка. Хлебушек. Опа-па. Вы готовы? Это новогоднее чудо. Сейчас я ему хорошенечко намажу волной. Так, Красиво давай, что. Давай, А то он у нас узорчиком. эстетичный Вот. такой человек. Голубь. так. Первый раз майонез в жизни должен быть незабываемым, я считаю. Ну, Серж, Держись. И все сбудутся. ну что, как тебе? Ну такое. Ты слышал? Заговорил, что ли? Серж, ты что сказал? И вообще-то панкреатита у меня уже нет. Серж! Я тебя сколько лет знаю, ты все время молчал, он заговорил уже! Я вообще, Серж, разговаривай! я вообще в полном Блин, шоке. ну знаешь, Серж, мне кажется, все нормально. Нормально. Мне кажется, я все равно понимал всегда, о чем ты молчишь. Господи. Ну что ты опять молчишь? Скажи что-нибудь. А я лучше спою. А давай, Серж! А я как подограю? Да я шут, я церквач, так что же, пусть меня так зовут, вельможи, как они от меня далеки, далеки. Никогда не дадут руки. Цветы роняют лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь ночь и ветер не пройти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Устал я греться у чужого огня. Ну где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою затая. Всегда быть в маске, судьба моя. Эффект неожиданности сработал. Ну, ты даешься. Ой, ёлопало. Здрасте. Какая магия вообще с майонезом? Знаете вообще, что есть настоящая магия? Ну вот это... что есть, здрасте? Я. Фу, Потому что я ведьма. сено. Я вас сейчас заколдую, хорошо? Ага. Все. Слушай, не, подожди, нехорошо, я просто сразу не расслышал, что вы сказали. А давайте, а вы ведьма, да? Да, настоящая. Настоящий? Подождите, а давайте, прежде чем вы нас заколдуете, Что? можно я у вас интервью возьму?
Просто всю жизнь мечтал. Ну, такой типа late-night шоу, знаете? А тут такая ведьма пришла. Ну, круто будет, мне кажется. Не знаю, я не готова к этому. Я пришла сюда на ваше новогоднее шоу. Я, кстати, не поняла, оно детское, взрослое, для кого? Что-то я так и не поняла, все смотрю, не знаю. Да я тоже, честно говоря. Кто-то вообще понял? Ну ладно. Но я не готова к интервью. Да Я чё? перышки не почистила. Да почему? Да нормально, красивое все у вас. Да. Давайте интервью. Ну ладно, давай. Давайте. Давай. А вас как зовут? Аба. Типа как Happy New Year? Нет, с одной буквой Б. А. Одна буква Б. Аба с одной буквой Б. Да. Давайте вы сейчас, короче, уйдете, как будто бы вас не было. А потом я, когда вас объявлю, вы зайдете. Так, Утка, куда мы ты сядем? можешь, пожалуйста, снять все это? Снять? Потом, может, по телеку покажут. Давай. А я Хотя как какой раз-таки телек? Кто его работаю. смотрит вообще сейчас? А я как раз работаю теперь на казахфильме оператором. О, вот, Сержевскую камеру возьми. Опа. Так, 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 так. 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 Так, так, так. Дамы и господа, и все остальные, на сцену приглашается Абба с одной буквой Б, самая настоящая ведьма. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас настроение? Хорошая. Хорошая благодаря выступлению одной артистки Виолетта Кудайберген. Мне тоже она очень нравится. Да, мне понравилось. Да. У меня вот есть к вам, ведьмам, так сказать, вопрос, который у меня давно назрел. Вот скажите, вот ведьмами рождаются или ведьмами становятся? То есть можно ли родиться ведьмой, но ее не стать? Или можно ли родиться не ведьмой, но потом очень сильно захотеть и стать ведьмой? Хороший вопрос. Знаете, голубь, вот в вашем вопросе как раз и хранится ответ. Потому что ведьмы могут и родиться ведьмами, могут стать ведьмами, и они даже могут перестать ими быть. Настолько ведьмы вообще делают, что хотят. А делать, что хотят, это я такой подход уважаю. Класс. Я тоже. Тогда у меня еще к вам вопрос. У вас есть любимый, мультсериал какой-нибудь? Мне вот нравится «Удивительный мир Гамбола», там. Да? Да. Но еще самый-самый-самый мой любимый мультик — это, конечно, «Время приключений». У меня тоже. Что? Come along with me. Вот Серж тоже да, блин, клево. Слушайте, Хорошие круто. ребята такие, естественно. Тогда у меня еще вопрос. Кто вы из «Время приключений»? Марселин. Да, Марселин. А вы кем себя ассоциируете? У меня тут с этим проблема есть некоторая. Ну, в общем, мне кажется, что я очень похож на Бубльгум, но меня это бесит. Мне это не нравится. Почему? Короче, один мой друг сказал одну мудрую вещь. Абди, что ли? Да, Абди. Абди. Мудрый человек. Сейчас, надеюсь, я правильно процитирую. Такая мудрая фраза. Сейчас. Мы сходимся с теми, с кем у нас разные пороки и схожие ценности, и мы не сходимся с теми, с кем у нас схожие пороки и разные ценности. Короче, с Бубльгум у меня пороки схожие, поэтому она меня бесит. Я все в ней вижу, что меня во мне бесит. Так Реально бывает. так сказал? Угу. Было такое. Ну вы с ней похожи, даже внешне как-то по форме. Ну вот такая ситуация с ней. Ну ладно, раз мы с вами Бубльгум и Марселин, так вышло, то у меня к вам еще один вопрос есть. Давайте. А вы были на море когда-нибудь? Была. Да? И как там? Я вот не была просто. У меня с морем есть даже история. Валяйте. Море такая вещь, даже может чему-то научить. Настолько оно большое. Однажды я прилетела к своей подруге ведьме на день рождения, она как раз там отмечала. Но перед историей у меня вопрос. Вот вы, голуби, как вы относитесь, и утки, как вы относитесь к чайкам? Ну мы с ними конкурируем. Да. Тоже И бесит вас? они побеждают обычно. Блин. Да, бесячие. Вот чайки орут, воруют картошку фри, ржут постоянно не в тему. Да, Вот да, да. Они вообще Факт. раздражают. Ненавижу чаек, вообще просто ужас. Ну так вот. Была я на море, оказалось. И в тот день погода была очень... Ничего, бывает. Я еще учусь.
Погода. Погода была бушующая, и волны были, все гремело, все звенело, все просто пылало силой моря. И мне очень нравилось это даже. Я смотрела тогда на всю эту стихию и увидела вдалеке чаек. Ага. И вся вот эта наглость, которая им присуща, она была там нужна для того, чтобы им выжить. То есть, если бы они не были такими наглыми и громкими, они бы друг друга не слышали, и они бы не смогли охотиться. И таким образом море и чайки научили меня тому, что все и все должны быть на своих местах. Йоу-йоу. Да. А вы к чему спросили вообще? А вы на своем месте? Да, я точно знаю. Класс. А вы? Мне кажется, я точно на своем. Да. А это, что я спросила тогда? Кстати, не хотите в следующем году на море вместе сгонять? Давайте, а вы летаете как раз умеете, я тоже. Можно бестактный, возможно, вопрос? Вы сейчас в современности, у вас как-то изменились средства передвижения, или вы вот можете летать, на чем-то там новом? Может, бестактно, извините, пожалуйста. Нет, вообще не бестактно, нормально. Ну, точно так же на метле. Да, нормально? Вот так, да. Ну все, давайте тогда. Вы на своей метле, я на своих 2 крылах как-нибудь дотелепаюсь. И встретимся с вами на море в следующем году. С вами была Аба с одной буквой Б. Ой, какая хорошая интервью получилось, спасибо. А на каком канале вы? На каком-то канале. Мой любимый какой-то канал. Обожаю его вообще, все передачи смотрю. Ну все, вы такие птицы хорошие, до свидания. Все, даже колдовать не буду. Ну заколдуйте, пожалуйста. Всё. Да, пожалуйста. Да, магия, Да вы знаете, меня такая- уже колдовали, еще чуть-чуть заколдуйте. Это ради нет, всеобщей веры в чудо. Это ради всеобщей веры в чудо. У нас майонез уже был, надо добить. Надо всех добить. Блин, Ну чуть-чуть заколдуйте, хотя бы вот так вот. Так вот. Сейчас придумаю какое-то колдовство, чтобы в чудо поверили. Так. Ну ладно. Только одно, знаете, небольшое, хорошо, маленькое. Легкое, как круассан. Ага. Il ne sait rien pas. Mon Dieu, pourquoi je parle français? Serge, tu me comprends? Je pas. Canard! Canard! Je parle français, toi aussi? Je parle français de longtemps. Une magie étrangère est prédite pour une raison quelconque. Je parlais toujours avec un accent. Bah, tant pis. De toute façon, il est temps pour nous définir. S'il vous plaît, seulement que vous pouvez essayer de ne pas discuter de ce spectacle avec au moins 3 jours. Essayez d'emporter votre expérience avec vous. Ne la dispensez pas. Peut-être que vous n'avez pas tout aimé, et nous avons beaucoup aimé. C'est ni une postmoderne, ni une nouvelle sincérité, ni du théâtre, ni du performance. C'est juste une impulsion infantile. C'est juste une fête. Je voulais juste célébrer la fête avec qui j'ai rencontré encore de route. Je voulais vraiment une vraie fête. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Pas de champagne, pas de feux d'artifice, nous sommes ici, moi et toi, un peu triste et perdu. C'est la fin de la fête, le matin paraissent gris et le vent du printemps, et le temps pour nous de dire Bonne année,
paleton français, nous avons répété en anglais, c'est bizarre. Bonne année, pourquoi paleton français, nous avons répété en anglais, c'est bizarre. C'est chanson horrible, français, chanter juste vous voulez. Ля-ля-ля.